Добро пожаловать в август 2025, месяц, в котором мемы снова оказались ярче и честнее, чем новости. Сегодня ты узнаешь, как подтанцовка затмила саму певицу, почему новые фонари стали символом хоррора, как танец Собчак превратился в кринж века, что придумали фанаты Тейлор Свифт, хотя альбом еще не вышел, и почему лицо вице-президента США стало главным мемом протестов. Подтанцовка Татьяны Булановой. Сцена такая. Концерт Татьяны Булановой. Она поет лирическую балладу про любовь. И вдруг за ее спиной начинают двигаться танцоры. Но это не шоу-балет. Это больше похоже на школьный утренник. Простые шаги, неловкие движения и полное ощущение, что репетицию отменили. Зрители замерли. Что так задумано? Или просто кринж? А интернет не замер. Он сразу сделал из этого мем. В ТикТок пишут «энергосберегающий режим». ТикТок уже копирует эти движения рабочие, домохозяйки и даже подростки и просят взять их в подтанцовку к Булановой. В итоге подтанцовка затмила саму певицу и сделала Буланову главным мемом августа. Кресты в Екатеринбурге. Картинка такая. Летний вечер, ты гуляешь по центральному парку Екатеринбурга. Все красиво, зелень, фонари. И тут, понимаешь, фонари выглядят не как фонари, а как кресты или даже виселицы. Вместо романтики хоррор-атмосфера. Парк, где должны назначать свидания, внезапно стал похож на кладбище. Интернет, конечно, взорвался. Идея городской модернизации превратилась в главный дизайн-провал августа. Танец Ксении Собчак. Ты смотришь интервью. Камеры, вопросы, серьезная беседа со Славой Мерлоу. И вдруг Ксения Собчак начинает сидя танцевать под песню Пугачевой «Не обижай меня». Движение как будто диско из 90-х. Зрители сначала не поняли, это ирония, это шутка, но интернет понял сразу, это кринж, готовый к вирусности. В ТикТок момент разлетается с подписью «Бухгалтерша на кооперативе Ксения Собчак плексит». А в комментариях пишут, когда показываешь свои треки друзьям. Неловкость оказалась настолько мощной, что превратилась в мем и сделала Собчак героиней августа. Friendship Day мемы. 3 августа Америка отмечает День дружбы. Ожидаешь объятия, теплые посты, милые фото. Но интернет, как всегда, все переворачивает. В ТикТок и Твиттер начинают появляться такие подписи. Дружба – это как старые трусы. Удобно, тепло и немного стыдно. Настоящая дружба – это когда вы вместе прячете труп. Люди снимают ролики с друзьями, где один приходит только пожрать, другой случайно сдает тебя родителям, третий исчезает, когда нужна помощь. И все это с хэштегом Friendship Day. В итоге праздник из обнимашек превратился в день мемов о том, какими друзья бывают на самом деле. Педро Паскаль и Hot Girl Anxiety. Кадр. Интервью о фильме «Фантастическая четверка». Педро Паскаль сидит рядом с Ванессой Кирби, красивой, уверенной, сияющей. И вдруг он выглядит так, будто хочет провалиться сквозь землю. Улыбка неловкая, взгляд в сторону, щеки розовеют. Интернет моментально придумал название Hot Girl Anxiety. И тут важно, мем двусмысленный. С одной стороны, это тревожность горячей девушки, когда сама красавица волнуется. С другой, тревожность перед горячей девушкой, когда рядом с ней даже голливудский актер теряется и не знает, куда деть руки. ТикТок и Твиттер разнесли этот момент. Это я, когда бариста спрашивает имя на стаканчике.
Это я, когда знакомая красотка заходит в метро, я делаю вид, что читаю стену. Мем зашел, потому что каждый узнает себя. Рядом с привлекательным человеком мы все вдруг становимся неуклюжими. Ирония в том, что именно эта тревожность делает Паскаля еще более обаятельным. Тейлор Свифт и ее новый альбом The Life of a Showgirl. Представь, Тейлор Свифт анонсирует новый альбом. Трек-лист выходит в сеть, и фанаты начинают паниковать и смеяться одновременно. Песня номер 5. Eldest Daughter. И тут интернет взрывается мемами. Теперь быть старшей сестрой официально страшно. Если об этом поет Тейлор, значит, там будет драма. Трек номер 10. Cancelled. И фанаты сразу пишут: «Спасибо, Тейлор, что заранее написала мою карьеру и отношения». А песня «Фаза Пико»? Тут уже никто не сомневается, готовьтесь к психологическим откровениям и новым мемам про терапию. Ирония в том, что альбом еще не вышел, но названия песен уже превратились в отдельный пласт мемов. И чем серьезнее заголовок, тем смешнее реакция. Диджей Вэнс и мем про него. Лондон, вице-президент США Джей Ди Вэнс приезжает на отпуск со своей семьей. Но местные жители против. Они вышли на протест. Вместо плакатов – фотожабы. На них у Вэнса лицо раздуто до предела, щеки огромные, подбородок исчез, выражение самодовольное. В сети пишут: «Вот оно лицо власти, оторвавшись от народа. Щеки, которые управляют миром». Reddit и TikTok моментально подхватили тему. И теперь визит политика запомнился не из-за заявлений, а из-за пухлого лица. В июне 2025 года 21-летний норвежец по имени Мадс Миккельсен, не актер, заявил, что его выслали из США, потому что на телефоне нашли мем с Джей Ди Вэнсом, фотожабу с огромной лысой головой. По его словам, пограничник назвал это «опасной экстремистской пропагандой». Звучит как сюжет для «Черного зеркала». Но власти США это опровергли. Официально причиной отказа во въезде стало признание в употреблении наркотиков, а не мем. Ох, не хотела бы я быть президентом, даже отдохнуть спокойно не дадут. Performative male. Он пьет матча-латте. Но это не напиток, это спектакль. Он слушает музыку в наушниках, но делает так, чтобы все вокруг заметили. Он носит обычную одежду, но превращает это в демонстрацию вкуса. Смотрите, какой я особенный. Интернет быстро дал этому имя. Показушный парень. По-английски performative male. И в ТикТок пошли ролики. Он не пишет заметки, он демонстрирует, что пишет заметки. Он не гуляет с собакой, он показывает, что его собака уникальнее вашей. Мем стал вирусным, потому что каждый узнал в нем кого-то знакомого, а многие самих себя. Итак, август оказался таким. Буланова танцевала не там, кресты стояли не там, а Собчак танцевала там, где вообще не надо. И вот в этом хаосе мы снова оказались честнее новостей, потому что интернет всегда найдет, где посмеяться, даже если весь мир вокруг слишком серьезен. Пишите в комментариях ваши мысли и обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить обзор сентября.